Выживание многих животных зависит от их острых зубов, силы и ловкости, но есть обитатели, которые просто стают невидимы. Это настоящие гении маскировки, одни существа полностью прозрачны, а другие сливаются с окружающей средой при помощи текстуры на своем теле. Их называют невидимками, меняющими цвет своей кожи и обладающими большим набором скрытностей. Погрузитесь в мир невидимых животных, которые восхищают и удивляют своими идеальными способностями маскировки. Когда смотришь на коралловые рифы, то кажется, никого нет, но на самом деле в них прячется рыба-скорпион, которая хорошо маскируется под окружение и сливается с рельефом. Если рыба затаилась, то с первого раза ее очень трудно заметить. А эта рыба называется камень, которая тоже обитает на дне возле коралловых рифов и мимикрирует под камень. Неосведомленный человек может подумать, что это обычное дно океана. Если присмотреться, то здесь можно увидеть две рыбы. Ее идеальная окраска помогает сливаться с каменистыми участками морского дна. А это мшистый геккон, который умеет изменять цвет кожи, подстраиваясь под субстрат. Эта скрытая рептилия имеет уплощенное тело и хвост, имитирующие текстуру и цвет окружающей среды, что делает ее почти невидимой в дикой природе. Геккон может моделировать кору дерева, песок, камень, мох и даже опавшую листву. Природа воистину уникальна, что сделала этих животных гениями маскировки. Кажется, будто этот геккон кусок сухого листья. Изменив текстуру кожи, геккон прекрасно сливается со скалами. Дымчатый лягушкорот. Птица, которая имитирует часть дерева и стает невидимой. Ночью птица охотится, а днем сидит тихо и совершенно сливается с деревом. При появлении угрозы дымчатый лягушкорот замирает и закрывает глаза, а также выпрямляется и выставляет клюв. Отправляясь в лес, можно пройти мимо птицы и даже не обратить внимания на нее. Осьминог-невидимка. Эти моллюски обладают уникальной способностью не только изменять цвет с рисунком на своей коже, но также трансформировать форму и текстуру своего тела. За такие удивительные преобразования отвечают тысячи клеток, которые находятся прямо под поверхностью кожи осьминога. Они могут мгновенно менять свой вид, что является одним из самых быстрых изменений в мире животных. Благодаря хроматофорам, которые содержат в себе краски разных оттенков, осьминог выбирает наиболее подходящий цвет и сливается с окружающей средой. Мышечные кольца на коже осьминога могут растягиваться и сжиматься, что позволяет ему создавать различные формы и даже сложные узоры. Высвобождая тирозиназа из чернильных мешков, осьминог с легкостью исчезает в облаке. Совы известны умением сливаться с окружающей растительностью так, что их нельзя различить даже на коротком расстоянии. На фоне древесной коры их практически не видно, особенно когда птицы затаились и спокойно спят. Рябоватая невзрачная окраска позволяет им оставаться незаметными в любое время суток, особенно ночью во время охоты. Чтобы стать полностью невидимой, сове достаточно отвернуться. Орхидея – красивое экзотическое растение, в котором может скрываться орхидейный богомол. Эти маленькие хищники во время охоты прячутся среди цветков и растений. Орхидейный богомол – весьма красивое и необычное насекомое, которое получило название из-за сходства с орхидеей. Благодаря окраске кажется, что насекомое является частью цветка, а издалека он и вовсе похож на нераскрытый бутон орхидеи.
Поражает то, с какой скоростью это насекомое хватает свою добычу. Орхидейный богомол – превосходный мастер маскировки, который умело перепрыгивает между цветками, скрываясь в них. Морские сапфиры. Они исчезают в одно мгновение и стают невидимыми. Эти веслоногие рачки могут светиться разными оттенками и переливаются от одного цвета к другому. Они промежуточно то появляются, то снова исчезают. Дело в том, что на спине у рачка расположены слои гексагональных кристаллов, сквозь которые преломляются лучи света. Оказавшись под определенным углом к свету, рачки могут сверкать разными цветами, а могут просто исчезнуть. Листотел. Семейство насекомых отряда привиденьевых. Форма их тела, а также его цвет идеально моделирует лист дерева. Камуфляж настолько уникальный, что имитирует даже прожилки листа. Это настоящие мастера маскировки, которых с трудом заметит самый зоркий глаз. Семейство листотелов насчитывает в себе более 50 видов. Даже передвигаются листотелы, раскачиваясь из стороны в сторону, что очень хорошо напоминает движение листвы на ветру. Морской ангел или северный клеон. Моллюск, который живет в холодных водах северного полушария. Он практически полностью прозрачный, а крылья делают его похожими на летающего ангела. Это одно из самых красивых обитателей океана и выглядит словно таинственное неземное существо. Невзирая на свою ангельскую внешность, он беспощадный хищник, который специализируется на поедании морских чертей, так называемых раковинных крылоногих моллюсков. Морские ангелы умело маскируются от людских глаз, скрываясь не в светлых небесных чертогах, а в холодном темном океане. Лунка серебристая – это ночная бабочка из семейства хохлатки, которая отлично маскируется под фрагмент дерева и как бы является его частью. Благодаря покровительственной окраске она может маскироваться под отломившийся кусок сухой ветки или кусок коры. Сложно представить, что здесь находятся две бабочки. Эти бабочки обитают в местах лиственных деревьев, лесах, парках, садах и в кустарниковых зарослях. В основном они активны в сумерках и ночью, питаются листьями древесных растений и кустарников, а днем неподвижно отдыхают. Карликовый морской конек-пигмей. За этими мастерами маскировки действительно приходится охотиться, ведь это одни из самых крошечных представителей своего рода, длина которых составляет всего 2 см. Чтобы хорошо замаскироваться, морской конек-пигмей имитирует не только окраску коралла, но и его форму, а также расположение его бугорков. Морские коньки обитают в тропических и субтропических морях, исключительно на веерных кораллах. Они ведут малоподвижный образ жизни, прикрепляясь гибкими хвостами к стеблям растений и меняют окраску тела, полностью сливаясь с фоном. Эти крошечные морские коньки поистине удивительные морские создания. Краб-декоратор. У этого краба-невидимки особенный способ маскировки. Он сажает на себя водоросли разных видов – зеленые, бурые, красные. Они приживаются и растут на его панцире. Своего рода получается такая передвижная цветочная клумба, и животное великолепно маскируется на фоне ярких кораллов. Если краб неподвижен, то обнаружить его бывает проблематично.
Краб-декоратор – превосходный мастер маскировки, который занимает достойное место в мире животных-невидимок. Спасибо за просмотр, дорогие друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.